встреч. Подарите, пожалуйста, корень после знакомства навсегда. Искали встречи и общения. Честно говоря, не встречала такой код. Очень напрасно, этих кодов очень много у меня. Необходимо представлять, когда вы с мужчиной, необходимо им восхищаться. Также представлять, будто мужчина бесконечно вам говорит: обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю тебя. Вот садитесь, не мечтайте о том, как он женится, а представляйте, как он вас обнимает и произносит: обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю тебя. На вдохе произносите а-я-у, а на выдохе за. А-я-у, а на выдохе за. Вот такой код используйте. А-я-у, а на выдохе за. Тогда он будет вас обожать. Когда вы будете проводить очередной обряд, если не смогу присутствовать и оплачивать племянница, а потом отдаю ей деньги, в таком случае будет со мной работать? Будет. Святок Кучер. У меня бывают частые моменты, ощущения в радости, в груди. Кажется, мало места в груди, так много, длится недолго, само приходит и уходит. Не хочется, чтобы уходило. Можно эзотерически это чувство удержать? Конечно, этим мы и занимаемся во время прохождения наших ступеней. До 4-й ступени нельзя удержать, после 4-й оно поселится и будет жить с вами бесконечно и всегда. Андрей, Ольга Шестюк. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень надеюсь, в этот раз мне подскажите. Дочь преследует какие-то неприятности, просто бесконечная череда драм. Началось после окончания школы, приходится искать другое место, родилась тогда-то, в этом году страшная трагедия, погиб сын, это беспокоит, связаны такие вещи в жизни. Хочу вам сказать, что очень часто это связано вот с чем. Горюющий человек, человек, который озлоблен, человек, который ненавидит весь мир, это человек, который притягивает неприятности. Он живет по принципу толкателя или по принципу плюса. Для него мир — это место выживания. Мы, эзотерики, принимаем для себя мир как бы с позиции, что люди нас обожают, мир нас обожает, и мы радуемся от того, что живем. Таким образом, как бы приобретаем себе или как бы вырабатываем в себе определенную, некую такую магнетическую энергию и начинаем жить в инском положении. Как бы живем с позиции вот такого плюса и живем с позиции вот такой вот радости. Именно поэтому я все время к этому и призываю. Научите ее этому, скажите побольше позитива, побольше радости. Так и произноси себе: мне нравится, что я сегодня живу, мне нравится, что я одета, мне нравится, что дети счастливые и так далее. Но я понимаю, девочка живет без мужа, девочки тяжелая жизнь воспитывает детей и так далее. Пусть старается все равно в этом всем находить какую-то радость. Дети здоровы, уже радость. Вы понимаете, радость увеличивается к радости. А страдание увеличивает страдания. Именно поэтому не нужно страдать, нужно радоваться. Как найти радость? Так и произносим себе: у меня есть эта одежда, у меня есть где жить, у меня есть на чем ездить, у меня есть там, хорошо, что тепло, хорошо, что деревья есть, мне нравится там то, что я сегодня могу поспать, мне нравится просыпаться. Малые радости — это тоже радости. Человек не так все плохо. Есть где жить, есть что есть, значит уже радость есть. Понимаете? Просто мы готовы видеть грустные синкопы, но не готовы увидеть радостные синкопы. Но они-то есть. То есть мы радость воспринимаем как само собой. А грусть воспринимаем. Андрей Андреевич, подскажите, как правильно избавиться от старых фотографий? Говорили когда-то, но я не придала этому значения. Сложите их в коробку, положите куда-нибудь. Старые фотографии, они нам нужны. Детям показать, вспомнить прошлое, знаете, оно же забывается. Но делать из старых фотографий культ, клеить на стену, молиться перед ними, желать всем счастья, этого делать не стоит. Старые фотографии затягивают нас в прошлое, а это плохо. Сегодня общался с человеком, он мне говорит: Андрей Андреевич, вот никак не могу решить, он мужчина, никак не могу решить вопросы все-таки с женщиной, мне сложно выбрать, я большой, и мне хотелось бы женщину и так далее, и так далее. Но я не знаю, я вот думаю и так далее. Я ему говорю: послушай, как бы ты ни думал о еде, тебе все время будет хотеться есть. И чем сильнее ты думаешь о еде, тем сильнее тебе хочется. Именно поэтому или не думай, или действуй. Вот так нужно жить. А когда мы, допустим, вспоминаем или думаем, то мы ухудшаем общее состояние. Вспоминая прошлое, мы теряем настоящее. А теряя настоящее, стирается будущее. Будущее формируется или ткется, как полотно, когда мы живем и ощущаем это настоящее. А если наши мысли заняты событиями прошлого, если мы все время только там испытываем удовольствие, то будущее не соткется.
То есть это будущее может не наступить. Поэтому я считаю, что любые возвраты, воспоминания о прошлом — это наши элементы быстрого старения. Поэтому хотите быть молодыми, не думайте о прошлом. Ставьте себе задачи, старайтесь жить настоящим, будьте чуть-чуть энергетически мощнее, старайтесь все-таки восхищаться. Можно ли отмечать 40-летие? Конечно, я отмечал. Та-та-та-та-там. Алексей Фролов. Интересно ваше мнение по поводу практики кружения вокруг своей оси. Стоит ли делать в какую сторону? Много противоречий информации могут кружиться часами, пробовал совмещать с прослушиванием через динамики. Когда вы крутитесь против часовой стрелки и у вас есть какое-либо желание, то оно сбудется. Если женщина в воде крутится против часовой стрелки, то она выйдет замуж. Крутиться нужно против часовой стрелки, потому что человек накручивает на себя новые события жизни, а когда по часовой стрелке, то разбрасывает от себя. Если вы должны кому-либо деньги, думайте об этих деньгах, крутитесь по часовой стрелке и отдадите долг. В случае, если вы имеете болезнь, тоже по часовой стрелке, болезнь как бы от вас вылетит. А в случае, если вам нужны деньги, мне нужна работа, сик работа, сик работа, сик работа, и крутитесь против часовой стрелки, быстро найдете работу. Как говорит мой сын Слава. Когда мы видимся с утра, он говорит: о. Я говорю: да, о. У него, правда, это получается многозначительно, не так, как у меня. 3 года назад приобрела талисман семиконечную, носила 3 года, ни разу не почистила. В январе приобрела 2 метасоника для богатства, выравнивания судьбы. У меня моя звездочка почему-то начала менять цвет. Золотого превращается в красный. Почищу через пару дней, она опять красная. Серебряные цепочки, на которых одеты, чернеют. Пришлось менять на кожаную ленту. Возьмите и сделайте так. Уберите пока, не нужно носить серебро с золотом совместно. Уберите и носите в начале серебро. Серебро поможет убрать у вас из вашего организма токсины. Серебро чернеет, потому что серебро втягивается, оно является антисептиком, а медь выходит наружу. Так организм забирает серебро. И это говорит о том, что вам не хватает коллоидного серебра, так как организму необходимы антисептики какие-то. И вот этими антисептиками может являться там коллоидное серебро, можно купить его в нашей компании, серебро называется. И пропить, после чего не будет синеть, не будет серебро тускнеть. При заболеваниях головы, когда человек болен там менингитом или переболел ковидом там, или еще чем-то, при шизофрении, золото, которое одевает на себя человек, может чернеть и становиться черным. Это часто бывает. Ну и это тоже хорошо, не нужно его не очищать, ничего делать, носить его на себе. Это говорит о том, что организму не хватает золота, оно его вытягивает из цепи, из кольца, там, из всего остального. Потом поносите месяц-два, потом снимите это серебро и одевайте потом золото, оно чернеть не будет. Пожалуйста, есть ли эзотерический метод избавиться от внутреннего страха? Есть. Это медузы из 1-й ступени и это выталкивание из 1-й ступени. Проходите 1-ю ступень. Расскажите, пожалуйста, в каком понятии, как мертвая кость выглядит как шишка. Рассказал, что делать. Берите уксус, яйцо, натирайте, все сойдет. Как-то приснилось, что меня назвали Стеллой. У меня было имя в прошлой жизни. У меня есть вопрос. Я живу на Урале и изменю ли жизнь к лучшему, если перееду на юг? Измените. Стелла, ну и Стелла. Я купил у вас талисман от всех заболеваний серебра. Скажите, как он работает, сколько по времени его нужно носить? Носите его 2-3 года на себе. Вот все, что дает этот талисман, полностью исполнится. Можно ли ученикам школы заниматься хиджамой? Всегда боялась вида крови, а теперь обучаюсь, уже практикую. Можно? У меня не получается приобрести пеленки, погремушки за свои деньги. Могу воспользоваться помощью мужа? Да. Что такое божественная энергия? Могу рассказать вам еще раз. Однажды, когда-то очень давно, занимаясь длительным периодом эзотерическими практиками, я вошел в состояние, это было состояние, которое выглядело так. В какой-то момент почувствовалось и увиделось прямо с закрытыми глазами, отсеклось вот восприятие себя, где я нахожусь, что я думаю, о чем я думаю, кто я. Все это исчезло в какой-то момент. И произошло ощущение, как будто бесконечные золотые волны. Я золотые волны бесконечные, вокруг огромное количество вот этих золотых волн. И в сознании, и в чувствах было такое ощущение, как будто это бесконечная защищенность, бесконечная, вечная, бесконечная
неторопливое, бесконечно радостное, бесконечно чувственное, бесконечно любвеобильное, бесконечно защищенное и бесконечно бесконечное. Вот такое состояние было. Потом, когда я пришел в нормальное состояние, то я понял, что наше сознание, наша душа, она связана именно с вот этим веществом бесконечного, радостного, бесконечного любящего, бесконечного защищенного, ни о чем не думающего вещества. Когда я пришел в себя, то у меня со временем сформировался стресс. Почему? Потому что начали появляться мысли, что мир, в котором мы проживаем, и с его перерождением и всем остальным, это бесконечные элементы перерождения и страдания, и фактически похоже на бесконечное барахтание человека с его там проблемами, заболеваниями и так далее. Очень похоже на бесконечные вот такие бессмысленные барахтания, потому что рано или поздно человек все равно умирает и объединяется с этим бесконечно своей основой. И я могу сказать вам, что то состояние, в которое мы попадаем после нашей смерти, и в то состояние, в которое мы приходим после смерти, это состояние даже на 1 секунду, это состояние более настоящее, чем то состояние, в котором мы сейчас находимся. Почему человеку не дают возможности общаться с этими состояниями? Если бы люди хотели общаться и могли бы общаться, то они бы не хотели рождаться. Потому что появлялось бы ощущение бессмысленности. Именно поэтому человеку не дают возможности прикасаться к божественному. Но, в общем-то, теперь мы понимаем. Поэтому я все время говорю, да не нужно относиться так серьезно к своей жизни. В жизни важны чувства, об этом я тоже говорю, потому что чувства связаны с душой, и это то, что контачит. С нами происходит не то, что мы думаем и хотим, с нами происходит то, что мы чувствуем. Чувствуем страдания, получаем страдания. Чувствуем радость, радость привлекаем. Так мир устроен. Далее. Несколько слов о тех людях, которые пришли сейчас на наш марафон и в данный момент прикованы к постели. Это парализованные с рассеянным склерозом, это парализованные на фоне тяжелейших протекающих заболеваний и так далее. Вот то, что я сказал для вас. Именно это и может помочь вам избавиться от данных заболеваний. Я говорю это серьезно. Вот таким образом молитесь, когда ничего не помогает. Но не молитесь к Богу, обращайтесь к своей душе. Говорите, я буду добрее. Сначала хвалите душу, говорите, ты моя прекрасная, ты моя тонкая, ты моя теплая, ты объединенная с Богом, ты купаешься в вечном блаженстве. Я прошу тебя, помоги моему телу избавиться от заболеваний. Пусть мои ножки начнут ходить, пусть ручки начнут подниматься. А я в свою очередь своим сознанием и своей душой буду стараться максимально радоваться жизни, максимально не злить людей, которые рядом, максимально создавать состояние радости, создавать состояние внутреннего наслаждения, даже если мне плохо. Да, это путь восхождения, когда из пепла возрождается новая птица, и эта новая птица — это новое духовное сознание, это новое духовное понимание вещей, это новая внутренняя духовность. К ней нужно стремиться. Если вы болеете, только она имеет вот такую мощную силу помочь нам справиться со всеми болезнями. Иначе мы становимся как безумные вредные хомячки, которые злятся на весь мир, которые не хотят есть, которые ударяются лбом об банку, которые там орут, откусывают себе ноги, там рвут на себе шерсть и не могут никак понять, почему Бог их не слышит. Потому что они злые, понимаете? А если бы они были добрые, игрались бы с листочками, то тогда божественная рука влезла бы в банку и позволила бы им выйти и играться, бегая по руке и так далее. И это наблюдательное существо давало бы им лучший корм и помогало бы им расширять эту баночку и так далее. Мы приблизительно в таком же мире живем. Мы хомяки, находящиеся в банке, на которые смотрит бесконечная благость в виде бесконечной божественной энергии. Объясню почему. Сегодня я смотрел
нечаянно у меня нечаянно выдала, видно, кто-то дома смотрел из детей, нечаянно выдала вот тему популярной музыки. Ведь всегда популярная музыка, она влияла на людей. Давайте вспомним 30-е годы, какие были песни. Нам песни строить, и жизнь помогает, она всегда нас ведет и зовет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. О чем песня? Она говорит о том, что человек должен двигаться вперед, не страдать, о том, что его это к чему-нибудь приведет, у него появился стимул и так далее. Далее, потом были песни, которые пел, допустим, Антонов там, или Гнатюк, там, «Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня», выбери, мотивация веры в то, что все будет хорошо. Песни о любви в фильме, допустим, «Служебный романс», там, которые говорили, и вообще служебный романс, или песни, вот, или те фильмы, где не было малолеток, которые с накачанными губами и сисяндрами там соблазняют кого-то за деньги и так далее. Там были люди, которые ходят на работу, которым за 40 лет, и которые находят в себя силы, несмотря ни на что, создать семью, несмотря на то, что она руководитель, а он обычный подчиненный, но между ними вспышка и любовь. И там рассказывается о том, что не нужно предавать любовь, даже если она старая, что есть какие-то этические соображения. Мир, в котором мы жили, он был прекрасный, понимаете, и сейчас. Тогда была идеология, это идеология и вера, что все справедливо, что все честно. А сейчас вот я посмотрел на то, что есть. Вот смотрите, популяризация гомосексуализма, популяризация проституции, популяризация, вот допустим, самый популярный сейчас популяризатор, это Моргенштерн, допустим. Посмотреть на этого мальчика, и я посмотрел песню, которая вышла 5 июня. Там я посчитал слово «фак», что в переводе на русский язык обозначает то, что написано на заборе, произносится на протяжении всей песни больше 79 раз. А если точнее, 76. Тем самым я хочу вам сказать, что это прямая угроза тем детям, которые живут. И все же на него равняются. Они хотят много денег, они хотят всех посылать, они хотят быть агрессивными, они хотят красить ногти, они хотят... А это же все элемент безверия. Почему он произошел и почему так все сейчас работает? Я вам вчера рассказывал. С одной стороны бюрократическая подушка, им нужно кормиться, а с другой стороны люди, которые должны противостоять. И мир создает Моргенштерна, который убирает у этих людей возможность веры, возможность нормального существования, который говорит, что единственный метод это обдолбаться, унюхаться, забухать, кого-нибудь убить, объединиться, отобрать. То есть это фактически эволюционная модель построения сценария насилия, которая будет развиваться по моделированию идеологии, которая в свое время была в Чили, Перу, где с одной стороны очень богатые люди, а с другой стороны классы и наркокартели, которые бесконечно воюют друг с другом с огромным количеством массы, которые и одна и другая система пытается всячески донимать, эксплуатировать, уничтожать и так далее. Да, это та модель, которая формируется за счет, он сам этого не понимает. Но то, что это хавают, как раз говорит о этой модели. Почему я это говорю? Эта музыка уже существовала. Она существовала в Чили, она существовала в Перу, и она существовала до момента того, когда система точно так же развивалась. Были люди, которые были довольны, были те, кто на кого-то работал, все как-то мирились между собой. Бюрократическая система росла, она налогами уничтожала людей, и начали появляться музыка, противостоящая этой системе, так как цензуры не было. С другой стороны начали появляться люди, которым нужно было закинуться, которым нужно было уколоться, контролировать наркопритоны, контролировать порно, контролировать свободных женщин, там делали из этого, делали гомосексуальных людей, делали из этого купи-продайную систему. И сейчас с одной стороны наркокартели, с другой стороны картели людей, которые у власти воруют, с другой стороны эти несчастные люди, которые еле там выживают между огнем и
между небом и землей, пытаются как-то выживать там и так далее. Ну вот это наш сценарий. Я когда-то говорил уже несколько лет назад, мы живем по мексиканскому сценарию. То есть у нас все для того, чтобы это произошло. И мы единственные, кто может это изменить. Мы, ученики школы Кайлас, люди, участвующие в РТЕ. Минусы этого всего. Минусы уже есть. Вы просто видите только внешнюю часть, а есть еще внутренняя. Это когда там закрывают счета, когда там экономически как-то влияют на нашу школу. Вы просто не знаете этого всего, а это есть. Потому что сподвижники и те люди, которые хотят что-либо сделать в этом мире, они всегда являлись теми людьми, которые не нравились никому. Никто не хочет эту правду слушать. Потому что сейчас нужно говорить о том, что вот этих огромную систему этих там народных депутатов, этих всех служителей Фемиды и служителей всей вот этой вот фигни, их нужно сократить в 50 раз. Оставить их там, я не знаю, 300 человек, чтобы управляли страной. А всех остальных убрать вообще нахрен, чтобы их даже не было. И после этого оставить только там исполнительные какие-то руки и их не сокращать. Потому что у нас управленцев вот столько, милиции вот столько, а людей, которые это все оплачивают, вот столько. И получается, а должно быть наоборот. Тех, кто оплачивает вот столько, а управленцев вот столько. Это же разумно, понимаете? Это же разумно. А у нас наоборот, поэтому людям все хуже и хуже. Появляются Моргенштерны, которыми движет сила эволюции, которые говорят о том, что нужно оружие, что нужно объединяться, что нужно колоться, что нужно забирать, что нужно нападать. Они сначала маленькими будут, потом они будут большими, а потом будут картелями, потому что найдется кто-то, кто их объединит. И они будут слушать вот эту музыку. Для них это будет новым этапом их эволюционирования. Именно поэтому это и появилось. Вот так. И этим всем управляют цари, которые у власти находятся, у которых нет ни совести и которые не хотят изменять эту систему. Вот и все. Почему? Идеология. Они воры. И они люди с очень низкими тонами. Но мы с помощью серебряной волшебной палочки изменяем это все и эту традицию изменяем. Поэтому такие удивительные изменения во всем мире. Вот. Поговорили о политике, о Моргенштерне и так далее. Жаль, конечно, жаль этих детей, которые окунаются в эту грязь. Дело в том, что человеку нужно говорить о том, что существует все-таки, существует радость другая. Это радость просто того, что человек живет. Что не может эта радость, которой ты живешь и ты ее ощущаешь, она не может замениться синтетической радостью. Синтетическая радость, она недолгая. Алкоголь — это синтетическая радость. Наркотики — это синтетическая радость. Многие на это подсаживаются, и потом они даже не понимают, что радость жизни может тоже увеличиваться. Как это все устроено? Когда человек живет, он же не обучает себя, что ему нужно радоваться. А если обучать себя, что нужно радоваться, то тогда все начинает приносить радость. Какие должны быть школы? Дети во время первого занятия в школе должны говорить: я получаю радость от того, что я в одежде, я получаю радость от того, что я кушал, я получаю радость от того, что у меня есть мама, папа, я получаю радость, что у нас нет войны, я получаю радость, что у меня есть возможности обучаться, я получаю радость, что у меня есть эти знания, я получаю радость, что я могу заниматься, я получаю радость, что у меня есть желание прыгать и скакать, я получаю радость, что есть на улице погода. Вот этому нужно обучать. Тогда люди будут целой системой расти, они будут расти счастливыми. У них радость будет увеличиться. О, дождик пошел. О, надо же. Знаете, как я к этому пришел? Потому что лежал умирающий. Потому что 2 перелома позвоночника, открытый перелом руки, и там выбитая половина лица без зубов там, и так далее. И это было очень тяжело, потому что отлежав 9 месяцев в скафандре, перевязанный весь, после чего, обучаясь заново ходить, через 1,5 или 2 года поставили диагноз. Сначала думал, это у меня кашель, пневмония, лечили все врачи мне несколько лет пневмонию и лечили туберкулез, считали, что у меня туберкулез, там что только не лечили. А потом оказалось, что это у меня увеличенное средостение и лимфогранулематоз. После этого начинал я лечиться заново, и
конечно, для меня это был стресс. Вот когда я весь лежал, и когда у меня перед глазами была бесконечная пелена, когда слезы душили мне горло, и я думал, что дальше некуда, и хуже было, потому что не работал кишечник, был микроинсульт, и все тело ломало, работать не хотелось, и не было ничего не хотелось. Ни секса, ни еды, ни жизни. Весь мир был бесконечная кастрюля, закопченная с середины с гниющей едой. Вот тогда я понял, что нужно себя обучать. Я начал говорить себе, что нужно обучать радости, потому что ее не было ни в каком виде. Я в жизни своей уже на то время и деньги имел, и женщину, и хороший бизнес, но радости не было у меня. Никакой, ни одной, ни в каком месте, нигде. Жизнь не приносила радость. Радость приносила там беспорядочные половые связи, приносил алкоголь, может быть приносили там какие-нибудь встречи с друзьями, которых я искренне, если честно, не любил, а только использовал. Жизнь была связана с тем, что я зарабатываю, а когда не получалось зарабатывать, я искренне страдал, разочаровывался, считал людей какашками и так далее. Я был человеком, который жил в состоянии первого уровня, а дальше болезни. Это состояние обвинения. Обвиняй себя, обвиняй вокруг себя, обвиняй всех вокруг себя, обвиняй весь мир. Это состояние, которое называется первый уровень или самое нижнее дно человека, обвинение. То есть я жил через призму обвинения, это закончилось поломанным позвоночником, поломанными лицом и рукой. Это закончилось потом долгим лежанием и обвинением всех окружающих в том, что они некомпетентные дурачки, после чего онкологическим заболеванием. И выход из этого всего, вот пока не пришло понимание, а это было очень сложно, это как бороться, как Дон Кихот, бороться с мельницами. Мягкое понимание и воспитание в себе, что все равно что-то хорошее в моей жизни есть, и долгая работа над собой, больше чем 5 лет. Я себя воспитывал, что нужно радоваться погоде, что погода это хорошо, что люди это хорошо, что каждый имеет право там быть вредным или невредным. Главное, что я этого человека люблю и обожаю. Главное, что мы живы, и главное, что есть, и главное, там, в чем я одет, и главное, что я сегодня проснулся. Просыпался, говорил, да не важно, что у меня болит, главное, что проснулся. Мог бы не проснуться. Понимаете? И вот плавно я себя научил радоваться. Сейчас это происходит уже само по себе. Что бы ни видел, как бы ни происходило, все приносит хоть чуть-чуть элемент радости. Дети радуют, близкие, плохие настроения радуют, хорошие настроения радуют, позитив. Вот в этом состоянии я и живу. Ругаемся ли мы или нет? Это не имеет значения. Я объясню почему. Можно ругаться и ненавидеть, а можно ругаться и обвинять. У меня такое бывает. Я могу отругать и поцеловать, понимаете? Почему? Такой мир, так оно все устроено. Я не Полиенко Александр, который живет по принципу «я фригидный мужчина». Я Дуйко, а я живу как мне хочется. Я живу как мне хочется, это проявляется в том, что если нужно там кого-то отчитать, я отчитаю и не буду избегать возможности там промолчать. Поэтому если у меня охранники или сторожи или производство, я могу позвонить и сказать: вашу мать, давайте мне там то-то, то-то, вот так. И могу и похвалить и сказать: спасибо, я это вижу, знайте, что я обращаю на это внимание, и мне нравится то, что вы это делаете. Я так живу, понимаете? Я не фригидный мужчина, как Александр Полиенко. Потому что переводить все в то, что нужно быть абсолютно меланхольным, так не может быть. Мы не такие люди. Нам надо и вот это, и надо и вот это. Мы должны быть и такими, и такими. У нас же две стороны. У нас и тестостерон, и эстрадиол, понимаете, они борются. Но на первое место я все равно ставлю элемент быть все равно добрым человеком. Я не хочу убивать, я против войн, я не хочу, чтобы люди распадались. Я за то, чтобы было созидание, чтобы поля росли, чтобы леса жили, чтобы солнце светило, чтобы дети росли, чтобы чужих детей не было, чтобы бедные бабушки, получающие 1200 гривен пенсии, могли как-то выживать, чтобы им дети помогали и так далее. Но какая у нас миссия? Мы же не можем ничего, понимаете? Мы не можем там становиться политиками, мы не можем становиться президентами, мы не можем становиться кем-то. Наша политика — это высокий духовный рост. Мы стремимся изменить себя для того, чтобы окружающие люди брали пример. Мы стремимся... Однажды
Практически у каждой женщины были такие события, при котором, возможно, подруги, или, возможно, сама женщина, или, возможно, кто-нибудь из близких, из мужей, друзей, знакомых или еще кто-либо пошутил и сказал некие слова, которые могут блокировать возможность данной женщине когда-либо выйти замуж. Данные слова звучат так. Они звучат как «ты никому не нужна». Так кому ты нужна, вот говорят так, так кому ты нужна. И после этого такое незаметное словосочетание, произнесенное один раз, но в самое сердце, один раз, но очень энергетически сильным человеком, один раз, но в сердцах, как в народе говорят, или один раз, но искренним, или многократно кем-либо в виде шутки, но шутка это тоже эмоция или тоже вибрация, могут создать некую систему, которая называется обетом безбрачия. И именно вот это слово, когда говорили, да кому ты нужна, может поселиться в голове, и женщина может периодически говорить, да кому я нужна, так я уже такая никому не нужна, да я уже старая никому не нужна. Я извиняюсь за эти слова, потому что я считаю, что люди не стареют, они просто видоизменяются. Или там я полная, кому я нужна, или там у меня куча детей, кому я нужна, мне 40 лет, кому я нужна, мне 50 лет, кому я нужна, да молодых не берут, а я кому нужна и так далее. Вот так многократно человек себя проклинает, вы представляете, и нужно это обязательно убирать. Сразу же хочется, это программы, то есть такие программы человек себе ставит на протяжении своей жизни, может это делать в юности, многократно кто-либо для человека может создавать эти программы. Можно ли их каким-либо образом убирать? Да, их можно убирать следующим образом. Когда вы будете ложиться спать, перед самым сном произнесите следующие слова. Я нужна всем мужчинам. И ложитесь спать. В случае, если это делать ежедневно, то вы увидите, насколько заметно увеличится обращение на вас большого количества мужчин. Вы знаете, что жизнь устроена по принципу такому, что, допустим, в случае, если женщина говорит, я мечтаю быть мужчине во всем опорой и подмогой, то тогда это выглядит так. Один стакан полный, а один стакан пустой. Вот женщина должна выбрать, будучи сама наполненная желанием того, чтобы быть опорой для мужчины, она должна выбрать мужчину, который нуждается в том, чтобы такая опора в его жизни появилась. То есть он человек, которому необходима помощь, опора. И женщина говорит, я буду для него опорой, я буду во всем помогать. То есть она должна притянуть в свою жизнь такого мужчину, который не будет иметь опоры, которому нужно будет во всем помогать. Маменька, сыночка и так далее. Точно так же и в жизни женщины. Обычно это выглядит по принципу противоположности. Женщина, допустим, говорит, я хочу найти мужчину. Я хочу найти мужчину. То в противоположность будет мужчина, который не хочет искать женщину. То есть это будет нечаянное знакомство. Давайте еще раз я скажу. Смотрите, все устроено по принципу противоположности. А если женщина говорит, да, найдется сам по себе, мне все равно, я не буду искать, то тогда будет противоположность. Вас найдет мужчина, который целенаправленно будет искать вас. Это одна из самых главных тайн, которая есть в эзотерике. Вы представляете, в случае, если женщина, допустим, хочет найти богатого мужчину, и она говорит, я хочу найти богатого мужчину, я буду стараться для этого мужчины все делать, буду его любить и обожать, то на самом деле она не найдет богатого. Она найдет наоборот бедного, ничего не умеющего делать. Или если женщина говорит, я ищу мужчину, я хочу выйти замуж, тогда она должна найти мужчину, который не ищет женщин и который не хочет жениться. Все вот так. А как же изменить свое мировоззрение? В случае, если женщина в какой-то момент начнет отвлекаться от этого и говорит, да мне вообще все равно, меня найдет сам, я искать даже не буду, то после этого найдет ее нужный. Потому что если она не ищет, если она на этом не зациклена, то тогда найдет ее кто-то, кто будет искать и будет на этом зациклен.
Именно поэтому основные проблемы у женщины возникают. Женщины, которые ищут или ищут, они попадаются на тех, кто не ищет и не хочет. Вот смотрите, как устроено. Я хочу найти и выйти замуж. Тогда она в противоположность должна искать того мужчину, или ее найдет тот, кто не ищет, и тот, кто жениться не хочет. Вот так. Из песни слов не выкинешь. В случае, если вы все-таки услышите меня, подумайте над этим еще многократно и используйте. Это самое важное, что есть. Я обычно смотрю на таких женщин и всегда улыбаюсь. Потому что мне их бесконечно жаль. Потому что тайна, она открыта. Просто на это никто не обращает никогда внимания. А для того, чтобы женщина вышла замуж за очень богатого, то нужно обязательно, чтобы она мечтала безвозмездно тратить огромное количество чужих денег. Но это подразумевает, что она будет вот такой негодяйкой, возможно, в чьих-то глазах, или сволочью. Почему? Ну, противоположность этому, она найдет мужчину, который будет неоднозначно хотеть, чтобы нашлась какая-то женщина, которая будет бесконечно и много тратить его деньги. Вот так. Не обязательно тратить их на тряпки, губы там, или еще на что-то. Возможно, она будет помогать их тратить ему же для его бизнеса. То есть жизнь устроена вот так. Если один хочет, допустим, я буду ему во всем помогать, тогда он должен быть ущербный, ему нужно во всем помогать. Я буду везде за ним ходить, тогда этот человек должен будет быть, я не знаю, там, не видеть ничего, во все ударяться, чтобы она везде ходила и его везде сопровождала. Все вот так, наоборот. Именно поэтому в случае, если женщина говорит, я хочу найти и выйти замуж, то тогда ей должен попасться тот, кто не ищет и замуж или жениться не хочет. И изменение своего мировосприятия по принципу, а я не ищу мужчину, и мне все равно, там, надо найдет сам, я искать не буду, то в этот момент ее начнут искать, и ее 100% найдут. Представляете? Смотрите дальше. Для мужчин очень важным является увлечение. То есть мужчина, ни один мужчина никогда не возьмет женщину, ну никогда, я конечно неправильно сказал, но ни один мужчина никогда не возьмет женщину замуж, не увлекшись ей. Ну конечно случаи разные бывают, бывает там ради денег, бывает еще там, мужчины практичны. И очень часто мужчина должен увлечься этой женщиной, он должен увлечься ее телом, глазами, не знаю, там чем-то еще, но увлечение, оно должно присутствовать. Еще один есть закон такой в эзотерике. В отличие от эзотерики чувств, которая притягивает противоположное, эзотерика телесного, она притягивает одинаковое. То есть это выглядит так, допустим, в случае, если человек занимается телесным творчеством, то есть он рисует, сочиняет музыку, то есть он творит что-то, это может быть умственное или телесное. Вот смотрите, телесное и умственное, они притягивают подобное, а чувственное все притягивает противоположное. Таким образом, если вы мечтаете о мужчине, то притянете противоположное, потому что это чувственно. А в случае, если вы мечтаете и вам нужно привлечь к себе, допустим, чье-то наверное, увлечение, то вот такое увлечение можно привлечь при помощи вашего увлечения. Таким образом, я могу сказать, что если у вас на горизонте никого нет, и вам необходимо сделать так, чтобы кто-то появился, вам не нужно искать этого человека, а вам нужно увлечься. Чем? Увлекитесь собакой, стрижкой этой собаки. Начните увлекаться своими детьми, в случае, если вы одинокая мамочка. Начните увлекаться там каким-нибудь видом бизнеса. Начните рисовать, писать. Но пусть это не будет основной вашей работой. Это будет приятным, очень хорошим увлечением. Это может быть хобби. Собиранием, коллекционированием, написанием музыки, танцами, пением в караоке, там йога или там фитнес или еще что-то. Но это увлечение, оно должно быть приятным. Вот смотрите, чем больше у женщины будет увлечения, тем больше мужчин будет подобное к подобному притягиваться, увлекаться этими женщинами. Вот она где магия.
Хороший вопрос. Андрей Андреевич, судя по вашей философии, становится непонятным, как же могут быть богатыми люди, которые воруют в большом количестве, будучи руководителями какой-нибудь там исполнительной власти. Ни для кого же не секрет, что воруют. Да, воруют. Во все века, всегда, даже, я не помню, по-моему, кто-то из знаменитых прозаиков, по-моему, ну, я боюсь ошибиться, я где-то гипотетически подразумеваю, кто, может быть Федор Михайлович, знаете, но может и нет. Говорили о том, что это, по-моему, даже с Пушкиным было связано. В нашей стране воруют и пьют, пьют и воруют. Так и есть. И такой вопрос, как же эти люди, которые воруют и чувствуют себя потом хорошо, им потом не икается, им никак не сказывается на них, почему они это делают? Я могу сказать. В своей жизни мне приходится очень часто общаться с такими людьми. Это люди, которые осознанно воруют. То есть они знают, что они воруют, строят или делают из страны финансовую пирамиду, которая они точно понимают, когда-либо обвалится, и уже есть кризисы. Я не буду говорить, о какой стране говорю. И эти люди максимально стараются, как бы прикоснувшись к тому, что они считают джекпотом. То есть это для обычных людей есть государственная власть, а для людей, которые попадают в государственные власти, для них это джекпот. То есть они к этому так и относятся. То есть когда они туда попадают, они не понимают, чем им нужно заниматься. Они понимают, что им должны давать, или они должны воровать, или они должны куда-то носить. Но это не говорю о наших странах, в которых мы живем. Это, конечно же, не так. Наша власть хорошая. Это говорю о каких-то чужих странах. И общаясь с такими людьми, я очень давно заметил, глядя на таких людей, постоянно наблюдаю за тем, что эти люди постоянно, вечно недовольны чем-то. У них нет, ни минуты прямо какой-то радости, их что-то все время гложет. У них вот внутреннее состояние постоянно их что-то гложет, их постоянно ощущение такое тревожит, знаете, и так далее. Как бы ни происходило, и что бы ни происходило, это все время есть. У меня был такой знакомый, он очень знаменитый и богатый человек, очень многого достиг. И вот мы с ним ездили отдыхать во Францию. После этого я там был близок в их семье. Он занимал очень большие посты и так далее. И я вот все время наблюдаю и говорю, ну что такое с вами? Ну вот почему вас что-то все время тревожит? Почему вас что-то все время тревожит? Он говорит, ты знаешь, я не могу с этим справиться. Меня все время как будто что-то должно произойти, как будто что-то меня все время что-то тревожит. И я сам себе внушение делаю, ничего не будет, все нормально, все хорошо, успокойся, там выпиваю периодически, отвлекаюсь на детей, но все равно вечером ложусь и меня тревожит, во снах тревожит и так далее. И говорит, я не знаю, как этим справляться. Когда я начал более широко работать с такими людьми, а таких клиентов у меня всегда было очень большое количество. Я популярен в этих кругах, очень популярен. В странах России, Украины, Белоруссии, Казахстана я имею большую, и еще и Узбекистана имею огромную популярность среди эшелонов власти. И один из президентов, которые были, я не скажу какой страны, хотел даже выделить из бюджета для меня определенную сумму денег. Представляете? Ужас. И что же такое происходит с ними? Дело в том, что во всем виновато внутреннее подсознание. Вот это подсознание, которое есть у человека, хоть я и не особо в него верю, я его называю обычно душой или внутренней душой. Вот это подсознание, оно все равно заставляет человека где-то в виде такого тонкого червя в середине ковыряться и говорить, что ты же все равно своровал, ты же все равно обманул, ты же все равно это сделал незаконно. Это зерно, оно дает свои плоды. И эти люди, они, что бы ни происходило, как бы вы визуально не наблюдали за тем, как человеку весело, какой он счастливый, как он себя ведет, на каких машинах он ездит, у него всегда вот этот червь в середине, он будет его подтачивать. И у них все время, у всех, одна и та же болезнь,
которую они обычно называют как кошки скребутся. Это у всех, у ВВ, и у ВП, и ВВ2, и там у всех, и у ВА, и у ВН, и так далее, и у одни В, видите. То есть у всех этих людей обязательно, людей, которые по-крупному воруют, которые это делают, осознавая это, у них все время будет ощущение, будто они в середине ждут вендетты, ждут наказания, ждут опасности. И они никогда не могут расслабиться, они напряжены всегда. Это 100% я вам говорю, как человек, очень давно наблюдающий за такими людьми, потому что они являются моими клиентами. Как бы они внешне не проявляли свое там благоразумие, яркое состояние там благополучия, там вот здесь у них плохо. Верующие, неверующие, ворующие чувствуют себя плохо, и это на всю жизнь. До самой-самой старости и не могут, они их это гложет. Оно забывается, но гложет их подсознательно все равно. Поэтому какой вы выберете путь? Вы готовы идти туда и воровать? Если готовы воровать и потом думать, что за это принесете ответственность, никто ответственности не понесет. Потому что так система устроена, она создана для того, чтобы воровать. Но все устроено так, что их оно мучает, а вас нет. Вы живете, у вас мало еды, возможно, вы плохо живете, у вас там не хватает на препараты, но у вас ничего не гложет. Вы можете запросто лечь и лежать перед телевизором, клацать. Они не могут, потому что он ложится, вскакивает, его что-то мучает, ему надо срочно кому-то звонить, писать, что-то читать, что-то выискивать. Они не могут расслабляться, у них это вечно. Вот такой у них сложный путь. А теперь смотрите, очень часто люди бедные начинают завидовать богатым. Когда, допустим, даже не завидовать, а начинают там, допустим, к чему я это говорю? Недавно я смотрел такое видео, и там в этом видео одна женщина говорит, мы можем как маги взять и, допустим, отнять энергию у богатого человека для того, чтобы быть потом самими богатыми людьми. Вот смотрите, богатый человек и бедный человек, они разные в вибрации. У богатого человека больше комфорта, отдыха, и он чувствует состояние спокойствия. У бедного человека больше агрессии, больше элементов выживания, и он чувствует бесконечную опасность. Ему необходимо выживать. Когда человек с низкими вибрациями начинает завидовать человеку очень богатому, то он делает для него большую помощь. Какую? Он забирает у него вот эти панические атаки, которые возникают у человека из-за того, что он у кого-то что-то своровал. Именно поэтому нельзя завидовать богатым, потому что после этого начинаются панические атаки. Кстати, так не по теме, а чуть-чуть по здоровью. Обратилась ко мне женщина, я ни для кого не секрет, очень много лет занимался тем, что принимал людей. На протяжении более чем 12 лет я в своем офисе на Шатару-Ставеле, сначала это было в городе Виннице, потом я ездил в город Харьков, потом еще в разных городах, даже в России, в Тюмени и Владивостоке, и там еще где-то, в Москве, Новороссийске, там, в Екатеринбурге, где только не находился. И принимал людей, проводил маленькие встречи такие, принимал после этого людей, делал это совершенно бесплатно. И можно сказать, что это сформировало мой определенный, я его называю физиологический, возможно, или такой физиологический, патологоанатомический опыт. Вот, который позволяет мне делать выводы. Я могу сказать, вот и у меня есть вот такой вывод. Смотрите, если в женщине, допустим, 75 килограмм, вернее, если в женщине рост 1,70 м, и убрать, допустим, метр и оставить 70 килограмм, то в случае, если женщина худеет и становится худее, чем 15 килограмм от данного веса, то у нее начинаются панические атаки. Если добавить к этому 2 килограмма, начинаются проблемы варикозов на ногах. Если еще 2 килограмма добавить, то начинаются проблемы с эндометриозом, ну уменьшить вернее.
Если еще уменьшить, то начинаются проблемы с сердцем. Если еще уменьшить, проблемы с головой и проблемы демиелинизации коры головного мозга. Таким образом, женщины, которые имеют вес от своего веса минус 15 килограммов, то есть у них, допустим, 1,65 м, вес должен быть 65 или до минус 15 килограммов. Если эти минус 15 килограммов есть, знайте, вы себя ломаете. Ни в коем случае этого не делайте. Это такие наблюдения, их сейчас опишу в книге. Вот сегодня, собственно, целый день этим и занимался. Вот там страниц, наверное, 20-30 написал. Когда-нибудь выпущу. Естественно, не завидуйте богатым, потому что человек, который бедный, забирает у богатого вибрации страдания, которых у него немного. А это страдания, потому что он украл. Тем самым человек может стянуть, ну, панические атаки. И после этого человек живет, после этого посмотрел на богатого человека, там, ой, так рассчитался, подлюка, что это такое, там, и так далее. А у человека потом выходит такая женщина, живет, и у нее начинаются панические атаки, депрессивные эпизоды и так далее. Мне во время вебинара задали вопрос в Фейсбуке на моей странице Дуйко Кайлас ИРТ. Там задали вопрос, почему школа имеет название Кайлас. Был ли я на горе Кайлас и услышал ли я там свои коды или свои учения? Я хочу вам ответить. Рядом с горой Кайлас я был. Находился я там как турист. Сколько раз? Несколько. Поеду ли я туда еще раз? Нет. Почему? Мне не понравилось. Почему? Холодно, люди бедные. Мне не нравятся такие страны, у которых очень низкий уровень жизни. Я не люблю Африку, я не поеду никогда. Мне не нравится Египет, потому что очень низкий уровень жизни. Мне не нравятся определенные страны. Вот мне нравился когда-то, очень давно, Лимассол, я туда летал. Сейчас мне не нравится, потому что уровень жизни упал. И, конечно же, совсем отсталые страны, даже в случае, если там тепло, посещать их неинтересно и мне не нравится. Я считаю, что Тибетский автономный округ — это страна в составе Китая, при этом сам Китай живет, в общем-то, неплохо, а вот Тибетский автономный округ, в общем-то, и не сильно хорошо. И холодина, эти камни, там особого почувствовать ничего невозможно. Почему же я назвал школу Кайлас школой Кайлас? Дело в том, что сама гора Кайлас, она не называется Кайласом, она называется Кайлашей или Кайлашем. Даже в русской транскрипции используется слово меру или слово Кайлаш, если быть правильным. Впервые Кайлас было сказано о некой стране. Это было сказано в Шиве Пуране, по-моему, Шиве Пуране, в рассказе, где Шива говорит своей жене Парвати следующие слова. В мире богов, на самой вершине прекрасной страны богов Кайлас, появится обитель абсолютно чистых, абсолютно добрых и абсолютно счастливых людей, задачей которых будет наслаждение жизнью, наслаждение друг другом и наслаждение цветами мира, который под их ногами будет располагаться. Когда-то, когда я это читал, я был еще очень маленький, я не знаю там, где я это вычитал, но на меня настолько это повоздействовало. Когда я открывал школу Кайлас, то одной из моих задач, которые я ставлю для себя как ключевую задачу, это создание некого морального, может быть, виртуального, а в дальнейшем, возможно, даже и физического образа страны. Образа страны, где, по моему мнению, могут люди жить совершенно по-другому. То есть, где будет контролироваться, где люди не захотят врать, где люди будут заниматься эзотерикой профессионально. Я эту страну, возможно, и не построю или и не создам. Но зато я буду тем человеком, кто когда-нибудь об этом начнет говорить. Мне очень симпатичен Жак Фрески. Но при этом он часто говорил такие слова о том, что он не верит в эзотерику, при этом не объясняя, почему именно ему дали возможность или выделили большое количество денег на создание сферы.
И там много таких вопросов. То есть он так и не объяснил, почему именно с ним это произошло. То есть он говорит, это я сам сделал и так далее. Но не договаривает он на самом деле. Почему? Или какое самое основное доказательство эзотерики? Эзотерика — это наука о везении. Получается, в мире, в котором находится там 2 миллиарда человек, я, если честно, не знаю, сколько людей, вы извините, я не готов к этой информации, но много, наверное. Наверное, очень много. Итак, в стране, в которой живет огромное количество людей, в странах или в мире, где живет огромное количество людей, в процессе конкуренции у человека не может быть шанса. Какого? Никакого. То есть он не может добиться богатства. Обычно это так и происходит. Посмотрите на своих соседей. Обычно люди не могут стать более богатыми, а люди не могут стать более вот смотрите, у одних есть магазин, он хорошо торгует, в центре находится. Почему? Им повезло. Вот я когда у них спрашиваю, почему, что с вами? Да нам повезло, получили этот магазин. А почему им повезло? Дело в том, что понимание, почему везет, это дает эзотерика. Если человек будет конкурировать просто в мире материальном, то он не сможет конкурировать, так как ему нужно быть более молодым, более сильным, более богатым, более, я не знаю каким там, как это на русский перевести слово хуцпа, наглым и так далее. То есть вот это все он должен уже иметь. И он должен иметь это максимально проявляя в окружающем мире, то есть силу, дерзость и так далее. И при этом еще и бесстрашие, там, без сомнения совершать какие-то шаги и так далее. Но и при этом ему придется конкурировать с законом и так далее. Но есть другой вид конкуренции, он называется эзотерический. То есть в эзотерическом мире есть другие законы. И в этом мире, в случае, если человек начинает тоже так же развиваться, то в этом мире, где мало людей, которые работают в эзотерике или которые знают ее, и в случае, если они там начинают создавать что-то, то там тоже есть конкуренция. Она очень влияет на материальный мир, делая человека успешным, делая человека здоровым, делая человека молодым, делая человека там ярким, делая человека еще каким-то. Именно поэтому я обычно и говорю, необходимо заниматься эзотерикой. Ну и еще раз хочу вам сказать, что эзотерикой я бы хотел, чтобы занимались конкретно моим направлением, моей эзотерической школы. Как необходимо это изучать? Проходите ступени школы. Начните не с кодов, не с мантр, шумов. Начните проходить ступени школы. Вслушивайтесь и пытайтесь ощутить или понять ту философию, которой я делюсь. Эти механизмы, они очень просты к восприятию, но без этих механизмов, как я рассказал ранее, невозможно видоизменение человека. Если человеку некогда, если человек там торопится, ему необходимы деньги, то тогда он конкурирует материально. Человеку нужно успокоиться, изменить свое мировоззрение, поменять свое восприятие мира, и после этого у него будет получаться. По-другому он станет более везучим. А эзотерика, моя эзотерика, которую я сейчас называю магией, она связана с элементами обретения тайного знания, которое расширяет возможности человеку быть просто везучим человеком. Вот и все. Как не быть ведомым, как научиться отказываться? Вы должны знать, слово «да» является одним из самых сильных слов манипуляций. Вы знаете, что манипулирование другими людьми — это плохо. Так вот, когда человек говорит «да», то он забывает о том, что мозг наш, он не успел подумать. Именно поэтому человека воспринимают, или человека, который тут же говорит «да», воспринимают обычно как слабохарактерного, его воспринимают как несосредоточенного на своей жизни, мимолетного или, возможно, несерьезного. Почему? Потому что перед тем, как сказать «да», нужно подумать. А когда человек говорит «да, сделаешь», «да», все это манипуляция, человека уже заставили. Для того, чтобы этого не было, человек должен произносить слова или научиться произносить следующие слова. «Я подумаю». Ему говорят «да», он говорит «я подумаю». Вот тогда к человеку начинают относиться хорошо. Один мой знакомый рассказывал историю. Говорит: ты представляешь, я прошел твои ступени, Андрей Андреевич, и взрослый такой мужчина, и моя жена в очередной раз, она постоянно ездит к своей подруге, я знаю, что у них подруги,
И она ездит постоянно к подруге там какой-то, каждую субботу и каждое воскресенье у нее подруга, она к ней ездит в гости, потом поздно приезжает, пьяная, веселая такая. И в очередной раз говорит там: Егор, можно я уеду к своей подруге? Там меня Марина приглашает, там еще будут девочки из нашего института и так далее. Она преподаватель института. А он говорит: нет. Сначала говорит: я подумаю. Она говорит: ты подумал, давай я поеду. Он говорит: нет, я не хочу, чтобы ты ехал. Я хочу, чтобы мы сегодня вместе провели вечер. И она вытаращивает глаза и говорит: да кто ты такой? Ты что здесь рот вообще открываешь? Вы представляете? Отличная семья у них. Он говорит: для меня было таким шоком. Любимая моя женщина, которая тут же меня целовала, облизывала и говорила: да, любимый, можно я поеду? Я сказал нет ей первый раз в жизни. Она вытаращила глаза и говорит: да кто ты такой вообще? Рот свой закрой, иди накройся крышкой. Катастрофа. Вообще катастрофа. Ну, бывает и такое. Женщина сегодня писала: Андрей Андреевич, скажите мне, Андрей Андреевич, как же мне выйти замуж? Как же мне выйти замуж? Эта тема, конечно, она такая актуальная. Люди так ей, так очень сильно этой теме уделяют огромное количество внимания и так далее. А если вот так разобраться, как бы, помните, я говорил, что на первой ступени когда-то, что если человек, допустим, в своей жизни пытается разобраться в чем-то, то он должен не усложнять, а упрощать. Помните, я говорил, даже мантра есть, которая помогает человеку развить понятие яснознания. Гаты-гаты, парагаты, парасам, гаты, бодисоха. То есть человек, читая эту мантру, у него мир упрощается и становится совершенно простым. Так вот, для того, чтобы выйти замуж, нужно понять, зачем мужчине женщина. Скажите мне, зачем мужчине женщина? Я могу вам сказать, мужчине женщина нужна прежде всего для того, чтобы с ней заниматься сексом. Конец. Мужчина видит в женщине каждый объект сексуальных утех. Кто бы что-то другое не говорил, знайте, каждый мужчина хочет секса с женщиной, и он ищет женщину ради секса. Да, все эти красивые слова о том, что там для души, для еще чего-то, это все не так. Мужчина прежде всего рассматривает эту женщину как объект того человека, с которым он будет раз в неделю, каждый день, раз в месяц, 3 раза за ночь, 1 раз в 4 года и так далее, каждый по своим потребностям иметь интимную близость. Это то, ради чего мужчина ищет женщину. Ищет ее такую, чтобы она нравилась ему внешне, чтобы она нравилась ему в постели. На все остальное он даже готов закрыть глаза. А зачем женщина ищет мужчину? И здесь начинается. Я ищу мужчину, чтобы он был там тепло ко мне относился, чтобы было там хорошо и так далее. Так вот, в тот момент, когда женщина создает флюиды эзотерические, что она хочет замуж и думает об этом, она будет привлекать мужчин, которые хотят секса. И будут такие мужчины писать: я хочу секса, давай с тобой переспим, я там еще что-то и так далее, и так далее. Но дело в том, что здесь есть нюанс. Помните, от переменами слагаемых сумма, к сожалению, не меняется. Именно поэтому женщине для того, чтобы выйти замуж, необходимо только одно качество изменить в своей жизни. Она должна хотеть секса. Вот так. Это банально, потому что если вы будете, женщины, хотеть секса, то тогда они будут хотеть жениться на вас. Капец. И один из самых гарантированных блоков, которые существуют у женщин, это блок нежелания секса. И вот этот блок нежелания секса, и там начинается: с кем попало не пойду, там еще что-то не пойду, это все равно. Здесь главное желание. Пусть оно будет, не хороните его, потому что это единственное, чем женщина может захватить мужчину. Во всем остальном, поверьте мне, ни ваша красота, ни ваша душа, никого это не интересует. Мужчины слишком плоски. Именно нежелание именно этого очень часто делает женщину одинокой. Все. А та женщина, которая дает, как пела Алла Пугачева, тьфу,
поет. Именно вот эта тема, она и развивает у женщины возможность быть. Я не говорю, что нужно спать, но в случае, если у вас есть это желание, оно должно быть. И, допустим, мужчина там пишет: давай с тобой встретимся, вы пишете: да, меня интересует секс. Но при этом не надо с ним ложиться. Пусть мужчина знает, что вы потенциально ищете мужчину не для женитьбы, а для секса. Вот так измените это отношение и сразу же найдете себе мужа. Я вам говорю это серьезно. Дело в том, что все меняется. Дело в том, что флюиды восприятия меняются. Мужчина смотрит на женщину, и он хочет секса от нее. И он пишет: меня интересует только секс и так далее. Вы пишете: меня интересует только секс с мужчиной, мне больше ничего не интересно. При этом, когда встречаетесь, разговариваете с мужчиной, увидите, он не будет хотеть секса. Он будет хотеть отношений. Потому что вы будете говорить: о, ты нормальный, о, ты красивый, о, ты ухоженный, мне нравятся мужчины ухоженные и так далее. И он будет знать, что вы расцениваете его как сексуальный притягательный компонент. При этом его психика будет изменяться. Оказывается, женщины, которые вот таким образом меняют, они меняют мужчин. И здесь... Вы знаете, что мужчины, которые хотят секса, ни с кем не могут переспать, потому что все женщины, которых они встречают, хотят замуж. И все получается так: он встречается с женщиной, от которой хочет секса, и говорит ей там: ты мне нравишься, давай переспим, бла-бла-бла-бла-бла. А она начинает говорить: ой, ты понимаешь, мне нужно, и начинается: мне нужно, чтобы он там содержал, мне нужно еще что-то, нужно еще что-то. А когда вы будете встречаться с мужчиной и будете говорить: мне нужен от мужчины интимные отношения, хочу родить ребенка, и после этого будете с мужчиной встречаться, он будет думать: надо же, а я хотел бы, чтобы эта женщина там была рядом со мной, она будет гладить мне рубашки, и вот она сможет быть доброй, я рядом с ней буду тоже вот такой вот и так далее. То есть видите, как все меняется. То есть мужчина, который рядом с женщиной, которая говорит все время там: такой мужчина, такой, он будет говорить: секса, секса, секса. А если женщина будет говорить: да, я хочу только переспать с тобой там и так далее, и мне необходимо интимное отношение, выбираю себе нормального партнера, то он будет на нее смотреть и будет думать: вот я бы хотел, чтобы такая женщина была рядом со мной. У него меняется мировоззрение. Хотите в это верить, хотите не верить. Вся остальная белиберда, которая есть по отношению с мужчиной и женщиной, все абсолютная чепухня. Хотите вы это верить или хотите не верить, все упрощается и все выглядит именно банально вот так. Но вы знаете, говорить об этом вслух не стоит. Почему? Потому что мир так устроен. Он устроен просто вот по нереальным каким-то механизмам таким, усложняя все вот эти вот структуры, усложняя все структуры до невозможности, делая этот мир таким чрезвычайно сложным, где людям очень сложно разобраться. Они начинают придумывать, они начинают что-то делать и наступают, как правило, на одни и те же грабли, на одни и те же грабли, на одни и те же грабли.